На этом уроке мы начнем разбираться с важной темой в Git, которая называется ветвление, или по-английски branching. Зачем использовать ветвление? Почему это может быть полезно? Если мы вспомним, Git используется для командной работы чаще всего, для разработки каких-нибудь проектов. И чаще всего в ветке мастер, в единственной ветке, в которой мы до сих пор работали, в этой ветке хранится стабильная версия проекта, а уже отдельные функции разрабатываются в отдельных ветках. Это делается потому, что мы не хотим какие-то нестабильные функции внедрять в нашу стабильную версию проекта. Допустим, не знаю, взять в качестве примера Facebook или Google. У них сейчас есть стабильная рабочая версия их приложения, их сайта, например. Но при этом они в то же время они разрабатывают какие-то новые функции. Но эти новые функции, они разрабатываются не в главной ветке, а разрабатываются в каких-то отдельных ветках. Эти отдельные ветки, они не влияют на работоспособность главной ветки, не влияют на работоспособность главной стабильной версии. Затем, когда ветка доходит до какого-то состояния, когда уже здесь код работает, когда он стабилен, эту ветку можно слить в главную ветку. И теперь в главной ветке появится та функция, которая разрабатывалась в отдельной ветке. То есть это очень удобный способ так вот распределять работу и обезопасить вашу стабильную версию и разрабатывать новые функции в каком-то отдельном месте. Ну вот здесь, да, написано, что новые функции разрабатываются в отдельных ветках. Здесь у нас отдельная ветка изображена вот такой, изображена красным цветом. Я назвал ее add feature 1, то есть добавляю функцию 1, и обычно ветки примерно так и называются, то есть добавляю что-то новое. И здесь название какой-то функции, которая добавляется в этой ветке. Ветка мастера, она содержит стабильную версию проекта, и главное, что мы можем вернуться на ветку мастера в любой момент. Допустим, здесь мы начали создавать какую-то ветку с какой-то функцией, ну, допустим, мы там добавили комментарий в наш сайт-блог. И мы поняли, что, например, это не очень хорошо, мы хотим отказаться от этой функции. Мы можем в любой момент вернуться на ветку мастер и удалить эту ветку, там, add comments, например, или как она будет называться. И также ветвление удобно для того, в том случае, когда у нас несколько разработчиков разрабатывают один и тот же проект. В этом случае каждый разработчик будет работать в своей ветке над своими задачами. А после завершения работы над задачами эти ветки будут сливаться в мастер-ветку. В реальной жизни обычно над проектом работает несколько человек. Вы, например, можете исправлять баги, кто-то может там изменять верстку вашего сайта, например, а кто-то может налаживать работу с базой данных. И каждый человек работает в своей ветке, независимо от других людей. Когда вы заканчиваете работать в своей ветке, вы либо сами ее сливаете в мастер, либо обращаетесь к какому-то главному разработчику, который проводит так называемый код-ревью, то есть смотрит, что вы написали в вашей ветке. Если его это удовлетворяет, если он видит, что там код более-менее нормальный, что он не повредит главному коду, то он одобряет слияние вашей ветки в ветку мастер. После слияния может создаваться особый коммит, который называется merge commit или коммит слияния, но это не всегда происходит. Об этом мы поговорим дальше в ходе этого урока. Давайте разберем команды, самые основные, которые используются для работы с ветками. Git branch, и после этого следует название ветки. Эта команда служит для создания новой ветки. Вот вы находитесь на вашей ветке мастер, на третьем коммите, и вы набираете git branch some feature. И у вас создается ветка, которая отпочковывается от коммита номер 3. Вот вы вызвали, находясь на этом коммите, и именно отсюда начнется новая ветка. С помощью просто команды git branch без названия ветки мы можем посмотреть, на какой ветке мы сейчас находимся. Вот я привел пример из терминала. Я набрал git branch, и мне git показал, что я нахожусь на ветке master. Можно также сказать, что команда git branch, она показывает, на какой ветке находится указатель head. Вспоминаем про указатель head, который указывал на текущий коммит, на котором мы находимся. Он еще указывает на текущую ветку, на которой мы находимся. С помощью команды git branch с параметром d мы можем удалить ветку вот с таким названием.
Вот я привел пример из терминала. Я удалил ветку SomeFeature, и мне Git выдал сообщение о том, что удаление прошло успешно. Также с помощью команды git checkout мы можем переключаться между ветками. Мы уже говорили про эту команду в одном из предыдущих уроков. Мы там переключались между коммитами и переключались между версиями файлов. А вот третье применение этой команды – это переключение между ветками. Здесь мы набираем git checkout и название ветки. И таким образом переключаемся на эту ветку. Наш указатель head переключается на эту ветку, начинает указывать на эту ветку. В данном случае он указывает на ветку SomeFeature. И, конечно же, команда git merge, которая сливает одну ветку с другой. Вот мы создали ветку от feature. Здесь мы поработали. Здесь мы завершили нашу работу над какой-то новой функцией, например, и захотели ее теперь слить в нашу стабильную версию, в нашу ветку master. И теперь мы должны перейти сначала на ветку master, то есть сделать git checkout master. И здесь мы должны вызвать, находясь на ветке master, мы должны вызвать git merge и название этой ветки. И таким образом мы сможем слить ветку add feature 1 в ветку master. И весь код из этой ветки, весь новый код из этой ветки, он перейдет в ветку master. И также здесь может быть создан коммит слияния. Теперь давайте пойдем дальше и немножко попрактикуемся в создании веток. Мы перешли в наш локальный Git репозиторий. Если мы здесь наберем команду git branch, то мы увидим, что мы находимся на ветке master, и это единственная ветка, которая есть. Давайте здесь создадим новую ветку. Наберем git branch и создадим новую ветку, которая будет называться add feature 1. Мы хотим добавить какую-то новую функцию в наше приложение. Теперь еще раз наберем команду git branch и увидим, что теперь появилась новая ветка. Но при этом мы все еще находимся на ветке master. Чтобы переключиться на новую ветку, на ветку add feature 1, нам необходимо выполнить команду git checkout. Git checkout add feature 1. Выполняем эту команду и видим, что Git нам говорит о том, что он переключился на ветку add feature 1. Наберем команду git branch и увидим, что теперь мы находимся на ветке add feature 1. Теперь давайте в этой ветке мы что-нибудь создадим новое. Например, давайте в нашем репозитории создадим еще один файл. Для этого мы перейдем в наш редактор, и здесь мы создадим какой-нибудь файл. Назовем его, например, как-нибудь file3, например. Сохраним его, и здесь мы напишем текст hello from add feature 1 branch. То есть привет из ветки add feature 1. Сохраним этот файл и давайте посмотрим, что у нас выдаст команда git status. У нас команда git status говорит о том, что есть вот такие вот неотслеживаемые изменения. Появился новый файл, и он действительно появился. Давайте добавим его в отслеживаемую зону и сделаем commit. Git commit add file3. То есть добавляю файл 3. Мы видим, что у нас commit успешно был создан. То есть commit add file 3, он является теперь последним коммитом в нашей ветке. И давайте сейчас попробуем перейти на ветку master. Обратно на ветку master. Git checkout master. И что же мы видим? Если мы зайдем в наш репозиторий, мы видим, что теперь файл 3 исчез. Его больше нет. И здесь тоже в редакторе мы видим, что файл 3 тоже не существует. Потому что здесь вот этот кругляшок вместо крестика. И если мы выполним команду git log, то мы увидим, что и коммита, который мы создали в ветке add feature 1, его тоже нет, он пропал. То есть все изменения, которые были созданы в ветке add feature 1, они исчезли. Ну, понятно, потому что мы перешли на ветку master. А ветка master все еще находится в том состоянии, потому что мы не слили изменения из ветки add feature 1 в ветку master. Давайте переключимся обратно на ветку add feature 1. И здесь мы опять, во-первых, увидим, что файл 3 появился. И здесь мы увидим, что тоже файл 3 на месте. И текст в нем тоже есть. И выполним команду git log еще раз. И увидим, что коммит последний с добавлением файла 3, он тоже на месте. Теперь давайте
сделаем слияние веток и сольем ветку addFeature1 в ветку master, чтобы у нас изменения, которые здесь были сделаны, они перешли наконец-то в ветку master. Для этого мы перейдем опять в ветку master, выполним команду git-branch, мы находимся на ветке master, действительно, и теперь выполним команду git-merge. Git-merge add feature 1. Нажимаем на Enter и видим, что у нас Git успешно слил ветку add feature 1 в ветку master. Здесь мы видим также, что написано fast forward. О том, что это такое, мы разберемся чуть позже в ходе этого урока. И если мы наберем здесь git log, мы увидим, что наконец-то коммит из этой ветки, из ветки add feature 1, он появился в ветке master. И посмотрим на состояние репозитория, и да, здесь тоже файл 3 появился. Теперь, когда мы слили нашу ветку в ветку master, мы можем ее удалить, потому что все изменения теперь из нее слиты в стабильную ветку, она нам больше не нужна. Для этого мы набираем git branch с параметром d и передаем ему эту ветку addFeature1. Нажимаем на Enter и удаляем эту ветку. Теперь у нас осталась одна ветка master в нашем проекте. Давайте пойдем дальше. В ходе практики Git сообщил нам о том, что наше слияние, наш merge был fast forward. Что же это такое? Вот примерная схема нашей практики. Что мы сделали на практике? Мы создали новую ветку, и за то время, пока мы работали в новой ветке, пока мы создавали этот один коммит, в ветке мастер ничего не поменялось, ничего не произошло. Так как мы работаем одни, других людей в проекте нет, поэтому в ветке мастер ничего не изменилось. Не было новых коммитов. И в такой ситуации гиту очень легко слить новую ветку, например, addFeature1 в ветку master, потому что не может возникнуть конфликтов. Представьте, что если бы здесь, например, во время того, как мы делали работу в нашей ветке, в ветке master произошли бы какие-то изменения, появились, например, новые коммиты. И в этом случае мог бы возникнуть конфликт в случае слияния ветки addFeature1, например, в ветку master, потому что здесь могли бы быть какие-то изменения, и здесь могли бы быть какие-то другие изменения над тем же файлом. И гид бы не знал, какие изменения принять. Изменения в ветке master или изменения в новой ветке. Но в случае fast forward merge конфликтов быть не может. И здесь, когда мы сливаем ветку в ветку master, мы не создаем отдельный коммит, точнее git не создает отдельный коммит для слияния. То есть так называемый merge commit не создается. И вот эта история коммитов, как мы убедились при вызове git log, она продолжается, как будто бы отдельной ветки и не было. То есть мы видели на практике, когда мы вызывали команду git log, у нас просто добавился коммит из этой новой ветки. Но при этом вся история коммитов была абсолютно такая же, как если бы мы эту ветку не создавали, как если бы мы просто создали новый коммит в ветке master. Но бывают случаи другие. Представьте, что вы работаете не одни, или, например, вы работаете одни, но есть некие обстоятельства. Это мы разберем на практике в этом же уроке. В общем, так случилось, что пока вы работали в своей ветке, кто-то добавил коммиты в ветку master, или вы сами добавили новые коммиты в ветку master. Например, вас попросили исправить какой-нибудь критический баг и запушить его на GitHub. И в этом случае у нас могут возникнуть конфликты. Гид, конечно, попробует их решить самостоятельно, но если у него не получится, то придется эти конфликты решать вручную. Об этом мы поговорим в одном из следующих уроков о конфликтах при слиянии и о том, как их вручную решать. И в этом случае у нас вот этот merge commit или commit слияния, он создается. И это такой особенный commit, который указывает на то, что в этом месте произошло слияние какой-то ветки в ветку другую, в данном случае в ветку master. И давайте перейдем к практике и попробуем реализовать этот сценарий, при котором у нас будет не fast-forward слияние. Мы вернулись в наш репозиторий. Теперь давайте создадим новую ветку. В ней мы будем разрабатывать, как будто бы разрабатывать какую-то новую функцию для нашего приложения. Add feature 2. Давайте не забудем переключиться на эту ветку. Add feature 2. И здесь давайте создадим какой-нибудь новый файл. New файл, который будет называться file4. File 4.
Здесь мы напишем hello from add feature 2 branch. Теперь давайте здесь мы создадим новый коммит. Во-первых, добавим файл в отслеживаемую зону и создадим новый коммит add file 4. Мы видим, что у нас в ветке add feature 2 у нас появился новый коммит add file 4. И в этот момент нам звонит наш начальник и говорит, что сайт больше не работает, или что угодно, что мы разрабатываем, больше не работает. Есть какой-то критический баг в стабильной версии нашего приложения. Значит, нам нужно переключиться на ветку мастер. То есть мы на время прерываем работу над нашей новой функцией и переключаемся на ветку мастер, чтобы исправить какой-то критический баг, какую-то критическую ошибку. И здесь мы видим, что файл 4 у нас пропал, как и ожидалось. И в файле 1, допустим, у нас есть какая-то ошибка. Мы эту ошибку исправляем и видим, что у нас git status выдает, что у нас изменен файл 1. Давайте мы исправление этой ошибки мы тоже закоммитим. Git add, git commit и скажем, что bug fixed, то есть ошибка, баг исправлен, причем critical, критическая ошибка. Мы сделали коммит, сайт снова заработал, мы этот код запушили на GitHub, и все нормально, мы исправили критический баг. И теперь мы можем вернуться к работе над нашей новой функцией. Для этого мы переключимся обратно на ветку add feature 2. Здесь у нас все еще есть коммит add file 4, то есть мы здесь все еще добавили вот этот новый файл 4, который у нас представляет из себя какую-то новую функцию в нашем приложении. И теперь мы хотим слить эту ветку в ветку master. Давайте мы переключимся обратно на ветку master, git checkout master, и сделаем git merge нашу ветку add feature 2. Мы делаем merge, и мы оказываемся в редакторе V. Он прям так называется, редактор V. И здесь ничего страшного нету, здесь просто git нам показывает, что он собирается делать. Он собирается слить ветку add feature 2. И здесь может быть дополнительная какая-то информация, если у нас какие-то более сложные слияния происходят. Если нам нечего добавить, мы все посмотрели, всю информацию мы узнали от гита, мы можем нажать на двоеточие, набрать двоеточие и набрать WQ. Таким образом мы выйдем из этого редактора. Нажимаем на Enter и выходим из этого редактора. И мы видим, что в этом случае у нас слияние было не fast forward, а в этом случае у нас слияние рекурсивное было. И это все произошло потому, что в момент, когда мы работали в нашей ветке, в ветке master произошли изменения. В эту ветку были добавлены новые коммиты. И поэтому Git не смог сделать fast forward слияние, он сделал слияние и создал отдельный merge commit. Если мы наберем git log, то мы видим, что у нас помимо коммита из нашей ветки add feature 2 и помимо коммита из нашей ветки master есть еще отдельный коммит, коммит слияния или merge commit, который обозначает, что в данном этапе, в данном моменте времени произошло слияние ветки add feature 2 в ветку master. И в данном случае у нас не произошло конфликтов, потому что мы редактировали разные файлы. То есть в ветке master мы редактировали файл 1, в ветке add feature 2 мы создали новый файл 4. То есть у нас не было каких-то пересечений кода. Но может быть такое, что, например, в ветке master мы бы редактировали файл 1, и в ветке add feature 2 мы бы тоже редактировали файл 1. И в этом случае возникает конфликт слияния, который Git не может решить самостоятельно. И в этом случае нам придется вручную решать конфликты слияния. В данном же случае Git было довольно просто, потому что он из ветки master достал изменения, и из ветки add feature 2 достал свое изменение. Эти изменения не пересекаются, поэтому конфликта нет. Но о решении конфликтов мы поговорим в одном из следующих уроков. На прошлом уроке мы начали изучать ветвление в Git, и на этом уроке пришло время подробнее поговорить о команде git pull.
Какое у нас было представление о команде gitpull на прошлых уроках? Gitpull у нас представлялся такой командой, которая скачивает новые коммиты с удаленного репозитория. Вот у нас есть удаленный репозиторий, например, GitHub, и мы просто скачиваем весь код отсюда, от удаленного репозитория, к себе на локальный репозиторий. На самом деле все немножко не так. Есть так называемые удаленные ветки. Удаленные ветки – это ссылки на состояние веток в ваших удаленных репозиториях. Мы уже использовали команду git branch, чтобы вывести список текущих веток, но есть еще команда git branch с параметром r. Если мы вызовем эту команду, то мы получим список удаленных веток. То есть на самом деле, когда мы вызывали команду git branch, мы получали только список локальных веток. А с помощью параметра r мы можем получить еще список удаленных веток. И мы видим, что когда у нас есть ветка master, у нас на самом деле есть еще удаленная ветка origin/master. И эта ветка, она указывает на ветку master на удаленном репозитории. Вот здесь я привел небольшую схему, как все есть. У нас есть локальная ветка master, это та ветка, с которой мы работаем, куда мы делаем коммиты. И когда мы делаем push, мы берем нашу ветку master и отправляем ее на GitHub. И при этом мы еще создаем у себя на компьютере создаем еще одну ветку, которая называется удаленная ветка. Она называется origin/master, где origin – это название нашего удаленного репозитория. И локальные ветки изменяются только вами, а удаленные ветки, они изменяются другими людьми. Когда же мы делаем pull, мы скачиваем ветку с удаленного репозитория и обновляем нашу удаленную ветку на компьютере. И потом мы сливаем эту удаленную ветку с нашей локальной веткой. Но об этом подробнее мы поговорим в ходе этого урока. Это происходит не только с веткой master, но и происходит вообще со всеми локальными ветками, которые создаются. Если мы создадим ветку addFeature1, например, и запушим ее на GitHub или запушим на любой другой удаленный репозиторий, то у нас на компьютере создастся ветка origin/addFeature1. И если другие люди будут работать с этой веткой, если они будут ее обновлять и если они будут пушить обновления на GitHub, то мы, когда будем пулить эти обновления, мы будем обновлять нашу удаленную ветку. И затем эту удаленную ветку мы будем сливать с нашей локальной веткой с помощью команды pull. Вот я выполнил команду git branch с параметром r. И видно здесь, что если у нас есть две ветки локальные, то у нас также эти две ветки есть удаленные. И новая удаленная ветка создается после того, как мы пушим ее на GitHub или на любой другой удаленный репозиторий. Как же работает команда git pull origin master? Мы все разберем на ветке master, но для любой другой ветки все будет то же самое. Когда мы делаем git pull, мы скачиваем удаленную ветку с удаленного репозитория и обновляем нашу удаленную ветку на нашем компьютере. В данном случае мы обновляем нашу ветку origin master. То есть теперь она равна этой ветке на удаленном репозитории. И затем эта ветка сливается с нашей веткой master, с нашей локальной веткой. И происходит так называемая актуализация нашей локальной ветки. И то же самое работает, как я уже сказал, для любой другой ветки. Git pull origin и название ветки. Если вы хотите сделать то же самое для другой ветки, которую вы создали у себя. Если эту ветку обновили кто-нибудь другой обновил ее и запушил обновленную версию на удаленный репозиторий. Команду git pull можно представить как набор двух других команд. Вот первый этап, когда мы скачиваем удаленную ветку и просто обновляем нашу удаленную локальную ветку, мы на самом деле можем использовать для этого команду git fetch. Команда git fetch, она скачивает удаленные ветки с репозитория, но не производит актуализацию ваших локальных веток. То есть не делает слияние удаленной ветки с локальной. Вот эта удаленная ветка, надо строго понимать, что эта удаленная ветка, она называется удаленной, но она тоже у вас находится локально на компьютере. А эта ветка, она называется локальной, тоже находится у вас на компьютере, но она никак не связана с удаленным репозиторием. И потом, когда git pull, когда эта команда сделала git fetch, то есть когда она достала новые данные и просто обновила вашу удаленную
ветку, после этого происходит слияние, то есть происходит команда git merge и origin master в данном случае, то есть мы сливаем вот эту удаленную ветку, мы ее сливаем в нашу локальную ветку master. И слияние, как обычно, может быть fast forward или не fast forward. Эти два случая мы разберем на практике. Давайте к ней перейдем. Для того, чтобы провести эту практику, давайте представим, что у нас два человека работают с одним репозиторием. Для этого давайте создадим две папки. Одну папку назовем user1, user1, и вторую папку назовем user2. С помощью этих двух папок, с помощью этих двух репозиториев локальных мы будем работать с одним удаленным репозиторием на GitHub. Давайте зайдем в эти две папки с помощью терминала. Так, это у нас первый пользователь, это у нас второй пользователь. Давайте используем команду git-clone, чтобы создать, во-первых, локальные репозитории, и чтобы эти локальные репозитории равнялись нашему удаленному репозиторию. Заберем здесь ссылку и сделаем git-clone сначала у пользователя 1 и сделаем тоже git-clone у пользователя 2. Теперь у нас в этих двух папках будет два локальных репозитория, которые будут связаны с одним удаленным репозиторием, с нашим репозиторием на GitHub. Теперь давайте разберем два сценария. В первом сценарии у нас будет fast-forward слияние, потому что только один пользователь будет что-то добавлять на удаленный репозиторий. Но представим, что у нас пользователь 2 что-то меняет в репозитории. Давайте зайдем к нему в репозиторий и, например, что-то сменим в одном из файлов. И, кстати, мы должны зайти еще в этих двух папках, мы должны зайти в сам репозиторий, то есть сменить папку. И здесь тоже мы должны сделать cd first repository. И давайте у второго пользователя, давайте скажем, что этот второй пользователь, например, добавит какую-то строчку в файл 2. Напишем здесь line from user 2. Сохраним это, закроем папку, сделаем commit. Так, мы видим, что у нас есть изменения. Сделаем commit. Скажем, что user 2 changed file 2. Мы commit сделали, теперь давайте запушим его на GitHub. Git push origin master. У нас commit успешно был запушен. Если мы посмотрим на GitHub, то мы видим, что у нас появился commit от второго пользователя. И теперь, допустим, пользователь первый, то есть первый репозиторий, хочет сделать пул с нашего удаленного репозитория. В это время, пока второй пользователь работал, пока он сделал свой коммит, первый пользователь он не работал, он коммитов не делал. Поэтому мы здесь просто делаем git pull origin master, и у нас произойдет так называемое fast forward слияние. Мы видим, что здесь у нас написано fast forward, потому что Git'у было очень легко слить удаленную ветку с нашей локальной веткой. Что же произошло в этом примере? У пользователя 1, у user 1 есть своя ветка, локальная ветка master. Когда мы сделали pull у пользователя 1, мы сначала сделали fetch, то есть мы обновили удаленную ветку origin master, и в ней появился новый commit, который пришел у нас с удаленного репозитория, который был сделан юзером 2, вторым пользователем. И затем команда git-pull, она сделала слияние. Она сделала слияние нашей удаленной ветки и слияние локальной ветки. И здесь у нас в результате слияния не создалось merge коммита, потому что, как мы помним из предыдущего урока, это у нас простой сценарий, когда у нас происходит fast-forward слияние, потому что здесь ничего не происходило, пока здесь появился какой-то коммит. Поэтому Git'у очень просто слить эти две ветки. И в ветке мастер у нас нету этого коммита слияния, и все произошло как будто бы у нас и нету отдельной ветки. Но давайте разберем другой сценарий. Теперь предположим, что одновременно будут работать и user 1, и user 2, то есть они будут одновременно делать свои коммиты. Давайте откроем репозиторий первого пользователя
и откроем репозиторий второго пользователя. Давайте зайдем у первого пользователя и изменим у него файл 1. Мы до сих пор будем делать изменения, которые не приведут к конфликту, потому что о конфликтах слияния мы поговорим на отдельном уроке. Здесь мы изменим разные файлы, что гарантированно не приведет к конфликту слияния. Пусть у нас пользователь 1 изменит файл 1. Здесь будет, например, line from user 1. Сохраняем. А здесь будет, например, another line from user 2. Тоже сохраняем. У нас теперь два пользователя одновременно изменили разные файлы. И давайте скажем, что пользователь 2, он сделает push раньше. То есть здесь у него есть изменения. Мы их добавим. Сделаем commit. Здесь будет написано file 2 changed by user 2. И давайте сделаем push на GitHub. Git push origin master. Теперь у нас этот коммит был отправлен на удаленный репозиторий. Теперь давайте здесь попробуем сделать то же самое. Попробуем запушить наш коммит новый на удаленный репозиторий. Посмотрим, что будет. Git add, git commit, файл 1 changed by user 1, то есть файл 1 изменен первым пользователем. И попробуем сделать git push origin master. Попробуем запушить наши изменения. У нас будет конфликт. Мы видим, что у нас Git выдал ошибку о том, что у него не получается запушить этот коммит на удаленный репозиторий, потому что у нас самих есть какие-то коммиты, которые есть на удаленном репозитории, но у нас их нету. Поэтому мы должны сначала сделать pull, чтобы актуализировать нашу локальную версию с удаленной версией репозитория. И только потом мы же сможем сделать push и запушить свои собственные изменения. Теперь давайте сделаем pull, чтобы актуализировать нашу локальную ветку и чтобы слить изменения с удаленного репозитория с нашим локальным репозиторием. Git pull origin master. И здесь, в отличие от предыдущего сценария, у нас будет опять открыт этот редактор V, который мы можем закрыть с помощью двоеточия WQ, и будет произведено рекурсивное слияние. То есть здесь у нас не fast-forward слияние. Почему? Потому что у нас произошло следующее. У нас пока пользователь 1 работал, пользователь 2 тоже работал и слил свой коммит на удаленный репозиторий. Здесь же, когда мы сделали pull, мы хотим слить то, что у нас на удаленном репозитории ветки мастер, с нашей локальной веткой мастер. У нас в локальной ветке мастер есть работа, и у нас в удаленной ветке мастер тоже есть работа. И поэтому слияние этих двух веток, так как у нас работа была и там, слияние этих веток не fast-forward, а слияние с отдельным merge коммитом. Если мы сделаем git log, то мы видим, что у нас здесь есть тот самый merge commit. И теперь, когда мы сделали pull, мы уже можем сделать git push origin master и залить работу от первого пользователя на удаленный репозиторий. И еще раз я схематично проиллюстрирую, что произошло во втором сценарии. Вот у нас первый пользователь сделал свой коммит, второй пользователь тоже сделал свой коммит. Он его запушил первым на удаленный репозиторий, и когда мы делаем pull, мы сначала делаем fetch, то есть мы достаем то, что у нас в удаленном репозитории, и обновляем нашу ветку origin master, обновляем нашу удаленную ветку. В ней появляется новый коммит от второго пользователя. Затем мы хотим слить ветку origin master с нашей локальной веткой master. И у нас здесь коммит, то есть у нас коммит здесь от первого пользователя, и у нас коммит здесь от второго пользователя. И поэтому у нас не fast-forward слияние, а у нас рекурсивное слияние, и у нас создается merge commit, коммит слияния. На этом уроке мы продолжим разбираться с ветвлением и разберемся с такой проблемой, которая возникает при ветвлении, которая называется конфликты слияния или merge конфликты. Давайте вспомним прошлый урок. Мы помним, что там у нас два пользователя делали свои коммиты, и затем мы делали pull на одном из пользователей, и команда pull, она
сначала вытягивала изменения от другого пользователя и затем делала слияние с текущей локальной веткой. У нас, так как мы изменяли разные файлы, то есть разные пользователи изменяли разные файлы, у нас не было конфликтов. И поэтому гид мог сливать эти две ветки автоматически. Он, конечно, создавал merge commit, commit слияния, но слияние этих двух веток он производил автоматически. Но что если, например, два пользователя, они изменили один и тот же файл? То есть они в ходе своей работы, они изменяли какое-то одно и то же место в одном и том же файле. Если мы попробуем слить эти две ветки, у нас возникнет так называемый merge конфликт или конфликт слияния. И в этом случае гид не сможет слить ветки автоматически. И нам придется решить конфликт вручную. Как же решать конфликт? Когда у нас возникнет конфликт слияния, у нас в файле, в котором произошел этот конфликт, гитом будет оставлена вот такая вот пометка о том, что в этом месте, в этом файле произошел конфликт слияния. И если вы хотите решить этот конфликт, вам нужно в этом месте решить, откуда вы хотите забирать изменения. Из вашей ветки или из какой-то чужой ветки. То есть здесь мы видим, что вот начинается зона конфликта, она начинается вот здесь и заканчивается вот здесь. И здесь вот ваша версия этой строчки в этом файле, и вот версия, которая была представлена в другой ветке. То есть гид не может выбрать, какую версию этой строчки взять. И поэтому вам нужно самому решить, какую версию вот этой строчки в этом файле вам нужно взять. Когда вы вручную отредактируете этот конфликтный файл, вы сможете решить конфликт слияния и слить эти две ветки. Теперь давайте перейдем к практике, где мы разберем, как решать конфликт слияния. Мы перешли в репозиторий, и, как обычно, у нас будет несколько сценариев. В первом сценарии мы будем изменять одно и то же место в одном и том же файле, в ветке мастер и в какой-нибудь созданной ветке. Во-первых, давайте посмотрим, сколько у нас файлов в репозитории. У нас 4 файла. Давайте будем изменять файл 1. У нас в нашем репозитории одна ветка мастер. Давайте создадим новую ветку. Git branch, например, add feature 1. Давайте в эту ветку переключимся. Git checkout add feature 1. Теперь давайте в этой ветке мы будем изменять файл 1. Давайте здесь мы напишем вместо goodbye, вместо этой строчки мы напишем, например, good morning. И давайте я оставлю пометку, что это изменение у нас произошло из ветки add feature 1. Давайте здесь напишу from branch add feature 1. Давайте сохраним, сделаем add, сделаем commit, скажем, что change файл 1. И давайте теперь перейдем в ветку мастер. То есть тот же пример, как и с предыдущих уроков. Нам позвонил начальник, сказал, что в ветке мастер какой-то критический баг, какая-то критическая ошибка, и нам нужно это очень быстро исправить. Поэтому мы приостанавливаем работу над этой веткой и переключаемся на ветку мастер, git checkout master. Здесь мы посмотрим на файл 1, он у нас в прежнем состоянии. И предположим, что вот баг оказался в этой же самой строчке. Конечно, это сильно упрощенная версия того, что происходит в реальной жизни, но, в принципе, происходит то же самое примерно. Предположим, что в этой строчке у нас оказался баг, и мы его должны исправить. Мы должны эту строчку как-то изменить. Давайте скажем, что здесь мы напишем good evening. И напишем также, что это from branch master. То есть оставим себе пометку, из какой ветки произошло изменение. Давайте сохраним. Давайте добавим изменения в отслеживаемую зону и сделаем commit. Git commit change файл 1 to evening. Я специально немножко изменил название коммита, в отличие от коммита в ветке add feature 1, чтобы у нас не было одинаковых названий коммитов. Давайте сделаем commit. И теперь мы можем нашу ветку add feature 1, теперь мы можем ее влить
в нашу ветку master. Допустим, что вот баг исправлен, и теперь мы наконец-то можем нашу новую функцию добавить в нашу главную ветку. Мы можем еще раз переключиться на ветку add_feature_1, чтобы убедиться, что в ней есть какие-то изменения. То есть это у нас какая-то, например, новая функция. И так получилось, что у нас новая функция, она пересекается с теми изменениями, которые произошли в ветке master, то есть с теми исправлениями критического бага. То есть мы изменяли одну и ту же строчку в одном и том же файле. И теперь, если мы переключимся на ветку master, то если мы захотим сделать merge нашей ветки в ветку master, гид не будет знать, из какой ветки доставать вот эту строчку. Стоит нам принять строчку из главной ветки, из ветки master, или нам стоит принять версию из ветки add_feature_1. То есть гид не сможет решить эту задачу. И поэтому у нас возникнет конфликт слияния. Гид скажет нам, что нам необходимо слить ветку add_feature_1 в ветку master вручную. Давайте сделаем git merge add_feature_1, нажмем на Enter и видим сообщение о том, что конфликт, и произошел конфликт при слиянии. Автоматическое слияние провалено, то есть оно не завершено, оно не успешно, и вам нужно вручную исправить конфликты. Если мы наберем команду git_status, то мы видим, что у нас есть конфликт в файле 1. То есть обе ветки, both modified, обе ветки, они модифицировали или изменили файл 1. Теперь давайте самое интересное посмотрим на содержимое нашего файла 1. Git нам оставил пометку о том, что вот в этой зоне у нас находится конфликт. То есть зона конфликта, она, как я уже говорил, начинается вот здесь и заканчивается вот здесь. И Git говорит нам о том, что вот в мастере, в той ветке, на которую у нас смотрит указатель head, то есть ветки master, потому что мы сейчас находимся на ветке master, то есть в той ветке, на которую смотрит указатель head, у нас такая версия этой строчки. В той же ветке, которую мы хотим слить, то есть в ветке add_feature_1, у нас такая версия этой строчки. Какую же версию мне принять? И здесь вы должны вручную отредактировать этот файл. Давайте скажем, что мы хотим принять версию из нашей ветки master, потому что эта версия, она исправила критический баг, и не факт, что вот эта версия, она снова не внесет критический баг в систему. Поэтому мы хотим принять версию из ветки master. Давайте тогда просто вручную удалим вот эти строчки, которые нам пришли из ветки add_feature_1. Их просто мы удалим. И удалим также вот эту штуку, которая нам обозначает начало вот этой конфликтной зоны. Удаляем, сохраняем наш файл. И теперь что мы должны сделать, чтобы решить конфликт? Мы должны сделать git commit. Этой командой git commit мы вручную создадим тот самый merge commit или commit слияния. То есть раньше git за нас создавал этот commit слияния, но в этот раз мы должны создать этот commit слияния вручную самостоятельно. Давайте выполним git commit. Да, я забыл то, что мы должны еще выполнить git add, чтобы добавить наши изменения в отслеживаемую зону. То есть вот у нас изменения есть, то есть мы вручную отредактировали наш файл, но еще мы должны добавить изменения в отслеживаемую зону. Git add. И теперь давайте сделаем git commit, чтобы уже создать наш merge commit, commit слияния. Мы выполняем git commit, нас опять переводят в редактор V. Здесь нам git опять говорит, что какие были конфликты и в итоге чем закончилось наше слияние. Ну вот здесь можете прочитать. Если мы выйдем из нашего редактора V, набрав двоеточие WQ, то у нас commit будет создан, и в итоге у нас произойдет успешное слияние. Если мы посмотрим на историю наших коммитов, то мы видим, что у нас появился этот commit слияния, этот merge commit, который мы создали вручную, и который у нас в итоге принял версию из ветки master. И теперь, когда мы слили нашу ветку add_feature_1 в ветку master, мы можем ее удалить. Хотя на самом деле, конечно, в этом примере мы из нее ничего так и не получили, потому что у нас было только одно изменение в этой ветке, и это единственное изменение, мы его отвергли. То есть мы приняли изменения из ветки master.
Но обычно в ветках бывает не только одно изменение, в них бывает множество изменений, и поэтому вот бывают конфликты, но эти конфликты мы можем решить, а все остальные изменения из этой ветки, они будут перенесены в нашу ветку мастер. Теперь давайте удалим нашу ветку addFeature1. addFeature1. Эта ветка была удалена. Теперь давайте рассмотрим проблему конфликта слияния в случае, если у нас два отдельных пользователя работают с одним удаленным репозиторием. Вот у нас, как в одном из прошлых уроков, есть пользователь 1, у него есть свой репозиторий локальный, и есть пользователь 2, у него есть свой локальный репозиторий. Теперь давайте, например, у пользователя 2 в файле 1 мы совершим какое-то изменение. Так, это у нас файл 1 открытый у пользователя 2. А это у нас, давайте здесь откроем файл 1 у пользователя 1. Так, вот у нас в одном окне редактора файл 1 у пользователя 2 и файл 1 у пользователя 1. У пользователя 2 мы еще должны сделать git pull от репозитория, потому что мы в конце одного из уроков мы здесь сделали слияние, и мы запушили изменения от пользователя 1 на удаленный репозиторий. А здесь мы еще не спулили. Так, ну вот здесь мы тоже сделали pull, и в итоге у нас два идентичных файла у первого и второго пользователя. И у них, соответственно, идентичная история коммитов. Здесь, если мы сделаем git log, мы видим, что последний коммит такой, и здесь будет то же самое. Теперь давайте у пользователя 2 мы скажем, что пользователь 2 будет менять файл 1. Допустим, он будет менять эту строчку, и здесь он будет писать, например, line from user 2. Давайте мы сделаем commit у второго пользователя. Скажем, что это было какое-то изменение, то есть это была какая-то, например, какая-то функция. Пользователь 2 ее совершил. Теперь он делает commit и пушит это изменение на удаленный репозиторий. Так, у нас есть изменение. Теперь давайте сделаем add, потом сделаем git commit. Давайте скажем, что файл 1 changed by user 2. И этот commit мы запушим на удаленный репозиторий git push origin master. Мы запушили этот commit на удаленный репозиторий. И теперь представим, что в этот же самый момент времени пользователь 1, у которого тот же самый файл и та же самая история коммитов, он изменяет этот же файл в этом же самом месте. Допустим, что он здесь пишет не line from user 2, а еще line from user 1. Пусть здесь будет another line from user 1, то есть еще одна строчка от первого пользователя. Допустим, что вот он это изменение тоже совершил. Ну и вы можете представить, что в ходе работы это довольно часто встречается, когда два разработчика, они меняют одно и то же место в одном и том же файле. Так что вообще вот эти конфликты слияния, они довольно часто встречаются в обычной работе. Теперь мы видим изменения точнее у первого пользователя в его локальном репозитории. Теперь давайте эти изменения мы закоммитим. Git commit файл 1 changed by user 1. То есть первый файл изменен первым пользователем. Теперь давайте попробуем запушить это изменение. То есть у нас пользователь 1 не знает, что пользователь 2 запушил свое изменение на удаленный репозиторий. Давайте попробуем запушить это изменение на удаленный репозиторий. Мы видим, что у нас git говорит нам о том, что он не может сделать push на удаленный репозиторий, потому что там есть какие-то коммиты, о которых не знает локальный репозиторий первого пользователя. Давайте эти коммиты мы подцепим, чтобы их слить в нашу локальную ветку, чтобы актуализировать нашу ветку мастер с удаленной веткой удаленного репозитория. Для этого мы делаем git pull origin master. И здесь у нас возникнут проблемы, потому что git pull, он делает fetch, чтобы достать свежие данные с удаленного репозитория, но более того, он еще делает merge, то есть он пытается смержить или слить
удаленную ветку, то есть ветку удаленного репозитория, в нашу локальную ветку, то есть в нашу, в данном случае, ветку мастер. И у него это сделать не получается, потому что здесь, в нашей локальной ветке мастер, вот в этой, мы провели изменение файла 1, и в удаленной ветке мастер, в ветке origin master в данном случае, для первого пользователя, второй пользователь тоже провел изменение этого же места в этом же файле. И поэтому Gitpool не может слить эти два изменения в одну ветку. И здесь мы должны сделать то же самое абсолютно. Мы посмотрим git status. Мы видим, что у нас файл 1 как раз-таки изменен двумя ветками, и его нужно вручную отредактировать. И здесь мы видим то же самое, те же самые указания от Git. Ну, давайте оставим здесь строчку от второго пользователя. Скажем, что вот это нас устраивает больше, допустим, и мы оставим этот вариант, который пришел вот от второго пользователя. Здесь мы видим head, опять-таки, то есть это то, что у нас здесь локально, а здесь это у нас идентификатор коммита, который пришел от удаленной ветки, то есть от другого пользователя. Давайте вот здесь вот, от удаленного пользователя. Давайте вот это мы удалим, то, что у нас, и примем то, что пришло от удаленного пользователя. Убираем это, и все. В итоге у нас вот такой вот будет конечный вариант. Давайте теперь сделаем git add и сделаем git commit. Делаем commit, выходим из этого редактора и успешно делаем merge commit. Commit слияния, который в качестве конечного варианта берет вариант от второго пользователя, от юзера 2. И теперь мы можем это запушить на удаленный репозиторий и таким образом обновить данные на нем. Вот таким образом мы в двух сценариях разобрались с конфликтом слияния. Обычно вот эти решения по тому, какую из веток принять, обычно это решение принимает какой-то главный программист, какой-то главный в вашей команде. Он решает, какую ветку считать актуальной, какую ветку принять в случае конфликта слияния. На этом третьем уроке про ветвление мы подробно изучим удаленные ветки. Мы уже сталкивались с удаленными ветками, когда подробно разбирались с командой Gitpool, и мы столкнулись с удаленной веткой master. Но дело в том, что на удаленном репозитории может храниться не только ветка master, но и другие ветки, которые мы будем создавать. Зачем вообще пушить свою ветку на удаленный репозиторий? В чем причина? Во-первых, самое главное, чтобы другие люди могли работать над вашей веткой. То есть, если вы, например, разрабатываете какую-то функцию, и вы ее разрабатываете не один, то вот эту ветку, в которой разрабатывается эта функция, вы можете запушить на удаленный репозиторий, чтобы другой человек ее себе спушил и делал какую-то работу в этой же ветке. Ну и во-вторых, мы можем пушить наши ветки на удаленный репозиторий, чтобы сделать резервную копию нашей локальной ветки. Если в этой ветке содержится важная информация, и мы не хотим ее потерять, то мы можем сделать push на удаленный репозиторий и тем самым создать резервную копию этой ветки. Теперь давайте перейдем к практике. Как и в предыдущих уроках, у нас с вами открыты два окна терминала. Это окно терминала у нас находится в этой папке user1, это окно терминала у нас находится в папке user2. Соответственно, в этих двух папках находятся свои локальные репозитории. То есть здесь у нас два локальных репозитория, которые полностью синхронизированы с нашим удаленным репозиторием. То есть те коммиты, которые есть здесь, они полностью такие же, которые есть в этом репозитории и в этом репозитории. Теперь давайте создадим новую ветку, например, в этом репозитории, то есть в репозитории первого пользователя. Давайте создадим ветку add_feature_1, то есть пользователь 1 захотел добавить какую-то новую функцию в наш проект. Для этого он создал свою отдельную ветку. Давайте на эту ветку перейдем, git checkout add_feature_1. Мы видим, что мы перешли на эту ветку. Теперь давайте эту ветку мы запушим на удаленный репозиторий. Для этого мы просто делаем git push origin
и название нашей ветки. То есть всегда раньше в предыдущих уроках мы делали git push origin master, потому что у нас только ветка master пушилась на удаленный репозиторий. Но в этот раз мы запушим нашу ветку, которую мы создали, нашу новую ветку на удаленный репозиторий. Давайте сделаем git push и дождемся, пока у нас пройдет push на удаленный репозиторий. Давайте теперь перейдем в удаленный репозиторий, обновим страницу и увидим, что теперь у нас здесь две ветки. Мы можем посмотреть на эти ветки и видим нашу ветку add_feature_1 в нашем репозитории. Давайте перейдем обратно в терминал. И давайте здесь мы добавим какие-нибудь коммиты в нашей ветке. Давайте, во-первых, откроем какой-нибудь файл, который у нас есть в репозитории. Давайте откроем файл 1. И давайте здесь добавим какое-нибудь изменение. Some change. И теперь, когда у нас есть неотслеживаемые изменения, давайте их сделаем отслеживаемыми. И давайте сделаем commit. Git commit add some changes. Мы сделали commit, и теперь давайте запушим этот commit на нашу удаленную ветку. Git push origin add feature 1. То есть те изменения, которые мы совершили в нашей локальной ветке add feature 1, они теперь будут запущены на нашу удаленную ветку add feature 1. Если мы перейдем в репозиторий, мы видим, что у нас в ветке add feature 1 появились изменения. Если мы перейдем в ветку add feature 1, то мы увидим, что у нас здесь 15 коммитов, а в ветке master у нас 14 коммитов. И здесь в качестве последнего коммита у нас, конечно же, коммит, который называется add some changes, в котором мы можем посмотреть, что произошло. Добавилась строчка some change. Я забыл сказать, что так же, как и в случае с веткой master, после того, как мы сделали push на удаленный репозиторий, у нас у ветки add feature 1 была создана удаленная ветка, которая хранится локально на нашем репозитории. Если мы сделаем git branch с параметром r, то мы увидим, что у нас вот это удаленная ветка, это ссылка на удаленную ветку, которая находится на удаленном репозитории. Все так же, как и в случае с веткой master. Теперь давайте пойдем дальше. Вот наш пользователь 1 начал работу над своей функцией, то есть над какой-то функцией для проекта. И для этого он создал свою ветку. Но предположим, что для работы над этой функцией ему необходимо привлечь другого человека. И этот другой человек тоже будет работать в этой же самой ветке. Давайте для этого в репозитории второго пользователя мы сделаем git pull. То есть таким образом мы спулим ветку, которую запушил первый пользователь. Мы здесь могли сделать git pull origin add feature 1, чтобы спулить именно эту ветку add feature 1 от первого пользователя. Но мы можем сделать просто git pull и спулить все возможные ветки с удаленного репозитория. Давайте сделаем git pull и увидим, какие у нас ветки придут с удаленного репозитория. И мы видим, что у нас пришла ветка origin add feature 1. Это та самая ветка, которая была запущена первым пользователем. Теперь давайте посмотрим, какие ветки есть в репозитории у второго пользователя. Для этого мы выполним команду git branch и увидим, что до сих пор у нас всего лишь одна ветка master в репозитории у второго пользователя. Давайте также выполним команду git branch с параметром r. И мы увидим, что удаленная ветка add feature 1, она присутствует, но она пока всего лишь только удаленная. Нам ее надо как-то интегрировать в наш локальный репозиторий. Для этого мы можем сделать git checkout и название этой ветки add feature 1. То есть мы перемещаемся в эту ветку таким образом, как будто мы ее создали на локальном репозитории. То есть как будто мы сначала сделали git branch add feature 1 и потом уже делаем git checkout. На самом деле мы просто спулили эту ветку из удаленного репозитория, и она у нас находится вот только в этом виде, с названием origin slash add feature 1. Но чтобы эту ветку интегрировать в наш локальный репозиторий, и чтобы помимо удаленной ветки у нас еще была локальная ветка такая же, мы делаем git checkout и переходим в эту ветку. Мы видим после выполнения этой команды, что наша созданная локально ветка add feature 1, она теперь настроена
на то, чтобы синхронизироваться с удаленной веткой at feature 1, которая у нас пришла от origin, то есть от удаленного репозитория. И также мы переключились на эту ветку at feature 1. Теперь, когда мы будем делать pull или push в этой ветке at feature 1, мы будем связываться с той удаленной веткой at feature 1, которая находится на GitHub. В Git есть одна полезная команда, которая связана с удаленными ветками. Она называется git remote show. С помощью этой команды git remote show и название удаленного репозитория, в нашем случае origin, с помощью этой команды мы можем увидеть информацию о ветках в нашем проекте. Здесь мы видим в начале удаленные ветки. Это ветка at feature 1 и ветка master. Дальше мы видим список локальных веток. Это тоже ветка at feature 1 и ветка master. Вот эти ветки, удаленные и локальные, как я уже говорил, это разные ветки. И также мы видим то, насколько наши ветки они находятся в актуальном состоянии. То есть, если, например, на GitHub какая-то ветка будет изменена, если мы эти изменения не спулим в наш локальный репозиторий, то здесь мы видим, что есть какие-то изменения. То есть, наша ветка не совсем в актуальном состоянии. То есть, эта команда, она связывается с удаленным репозиторием и смотрит, находятся ли наши локальные ветки, вот эти локальные ветки, в соответствии с удаленными ветками. Теперь давайте предположим, что первый пользователь, который создал ветку at feature 1, передумал делать эту функцию и захотел удалить все изменения, которые были созданы в этой ветке. Для начала пользователь 1 захочет удалить удаленную ветку, то есть ветку, которую он запушил на GitHub. Для того, чтобы удалить удаленную ветку, нам нужно сделать команду git push с параметром delete. Здесь мы должны набрать название нашего удаленного репозитория, в данном случае origin, и название нашей ветки, которая была запущена на удаленный репозиторий. Когда мы выполним команду git push вот с этим параметром delete, вот эта ветка at feature 1, она будет удалена с нашего репозитория на GitHub. Давайте выполним. И мы видим, что удаление прошло успешно. Если мы перейдем на удаленный репозиторий и обновим страницу, то мы видим, что вместо двух веток теперь снова одна ветка мастер. И теперь, когда пользователь 1 удалил свою ветку с удаленного репозитория, он наверняка захочет удалить эту ветку со своего локального репозитория. И для этого мы должны сначала выйти с нашей ветки at feature 1 и перейти в ветку, например, master. И теперь давайте попробуем удалить ветку at feature 1 с помощью параметра d at feature 1. Мы видим, что Git выдает нам ошибку. Он не может удалить эту ветку, потому что эта ветка не была слита в какую-либо из других веток. То есть в этой ветке, в ветке at feature 1, у нас было какое-то изменение, был какой-то коммит. И этот коммит мы не смерджили, мы не слили ни в одну из других веток. И если в этом коммите содержатся какие-то важные изменения, то при удалении этой ветки at feature 1 этот коммит и эти изменения будут потеряны. Потому что вот эти изменения, они не были проинтегрированы ни в одну из других веток. И поэтому вот команда git branch с d маленькой, она нам не даст удалить те ветки, которые не были слиты в какие-либо из других веток. Потому что при удалении этой ветки мы потеряем все изменения из этой ветки. Но если мы уверены, вот здесь тоже написано, если мы уверены, что мы хотим удалить эту ветку, если мы уверены, что эти изменения нам не нужны, то мы можем вызвать команду git branch с большим d, вот с этим параметром. Давайте вызовем команду git branch с параметром, команду git branch с параметром большое d. И таким образом мы удалили ветку at feature 1 и потеряли изменения, и потеряли commit, который был сделан в этой ветке. И в завершение давайте разберем одну проблему, которая может возникнуть в случае удаления удаленной ветки. Вот у нас был такой сценарий работы. У нас пользователь 1 создал у себя локально ветку at feature 1 и после этого запушил свою ветку на GitHub. После этого у нас на GitHub было две ветки master и at feature 1.
И после этого пользователь 2 сделал pull и спулил эту ветку к себе на локальный репозиторий. После этого пользователь 1 удалил ветку addFeature1 с GitHub с помощью команды push с параметром delete. И также он удалил эту ветку со своего локального репозитория. Что же будет, если теперь пользователь 2, у которого локально все еще есть ветка addFeature1, захочет сделать push? Например, он перейдет к себе на локальную ветку addFeature1, сделает какой-то коммит и захочет сделать push. Проблема в том, что ветки addFeature1 больше нет на GitHub. Она была удалена первым пользователем. Но эта ветка все еще есть локально у пользователя 2. Если пользователь 2 сделает push этой ветки на удаленный репозиторий, то просто будет создана новая ветка, новая удаленная ветка на GitHub. Только создателем уже будет пользователь 2. И эта ветка будет совершенно другой. Она может отличаться от ветки, которая была создана пользователем 1. То есть просто будет создана новая ветка. Если же пользователь 2 не хочет больше продолжать работу над веткой первого пользователя, то есть пользователь 1 удалил свою ветку и сказал пользователю 2, что работа по этой функции, она больше не нужна, то пользователь 2 просто может удалить свою локальную ветку addFeature1 с помощью команды git-branch с параметром большое D. И я хотел бы сделать еще одно дополнение, потому что я пересмотрел свой урок и понял, что я не совсем четко рассказал про то, как ведет себя команда git-checkout в этом случае, потому что до этого мы использовали команду git-checkout для перемещения между версиями файлов, между коммитами, между ветвями, и в этом случае команда git-checkout, она себя повела немножко иначе. Что же она здесь сделала? Здесь, когда мы сделали pull с удаленного репозитория, мы забрали вот эту удаленную ветку addFeature1. И дело в том, что у нас в нашем локальном репозитории у второго пользователя теперь есть удаленная ветка addFeature1, но еще нужна и локальная ветка addFeature1. То есть у нас локально хранится две версии веток. Одна версия локальная, другая версия удаленная. Об этом я говорил в уроке про git pull. И для того, чтобы создать локальную ветку addFeature1, мы можем выполнить вот эту команду git-checkout. Git-checkout и передаем ей название нашей локальной ветки, будущей. То есть ее еще нету. И если бы вот этой удаленной ветки не было бы, если бы мы ее не спулили с удаленного репозитория, то команда git-checkout нам, скорее всего, сказала бы, что ветки addFeature1 не существует, то есть такой ветки нет, поэтому я не могу на нее переключиться. Поэтому сначала нужно создать ветку с помощью команды git-branch, а уже потом переключаться на нее с помощью команды git-checkout. Но так как у нас здесь уже есть удаленная ветка с названием origin/addFeature1, команда git-checkout вот с названием просто addFeature1, она создает новую локальную ветку, как это было бы сделано, например, с помощью команды git-branch, и переключается на эту локальную ветку. То есть это вот такой вот короткий способ, такой хороший синтаксис, чтобы создать локальную ветку addFeature1 в данном случае, и чтобы связать ее с удаленной веткой origin addFeature1. Вот эта удаленная ветка, она пришла нам от первого пользователя. Надеюсь, что так стало яснее. Если остались вопросы, то, конечно, вы их можете всегда мне задать.